15-я по счету часть серии, как мне кажется, это в первую очередь отлично проделана работа разработчиков над собственными ошибками и всем тем, что смогли лицезреть игроки в прошлой части игры. Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Сегодня хотелось бы снова обратиться к PES 2015, взглянуть на нее не через призму новизны и сказать, насколько она хороша в предшествующей части. Давайте начнем. Стоит начать с того, что в том году разработчики сильно затянули с выходом игры. В то время как конкурент в лице FIFA вышла на свет 26 сентября, 15-я часть Pro Evolution Soccer появилась только 18 ноября. И это несмотря на то, что анонсированная игра была еще в конце июня. И тем не менее, игра была встречена вполне тепло критиками и довольно критично игроками. На разных платформах оценки критиков не сильно отличаются, в чем вы можете и убедиться сами. Однако, именно ПК-версия имеет низкую пользовательскую оценку, и на это есть свои причины, о которых мы поговорим чуть позже. Как и в прошлом году, критики отмечали реалистичный геймплей, который явно отличался от аркадной FIFA, хоть и стал довольно быстрее по сравнению с прошлой частью. Внешне игра тоже выглядела красиво, по крайней мере на консолях уж точно. Как я и говорил, пресса и критики приняли игру тепло и даже вручили ей звание лучшей спортивной игры на Gamescom 2014 года. И давайте перейдем непосредственно к самой игре. В этой части, как и в прошлой, изменилось главное меню, которое я считаю одним из лучших за все время серии. Серьезно. Выглядит оно вполне себе неплохо, а сменяющиеся позы футболистов лишь украшают все это дело. Лично я могу залипать на это меню часами, учитывая тот трек-лист, что тут играет. Впервые в серии появились вторые лиги Англии, Италии и Испании. Это пополнило базу футболистов в игре и в целом выглядело интересно. Из лицензированных лиг была Ла Лига, Эрedivisie, Аргентинская лига, Вторая лига Испании, и на этом, кажется, все. Не шибко много. Помимо этого, в игре присутствовало 18 стадионов, по крайней мере, на ПК уж точно. Геймплей в новой части тоже изменился. Не сказать, чтобы кардинально, но вполне заметно. Движения футболистов кажутся плавными, однако они довольно быстрые по сравнению с той же 14 частью. Порой виднеются интересные анимации игроков. Например, когда защищающийся игрок выходит на игрока с мячом, то прячет руки за спину, дабы мяч не попал в них. Это выглядит действительно интересно, и чего-то подобного я не видел в последних частях игры. И сейчас мы подбираемся к тем причинам, из-за которых оценка ПК-версии игры довольно низкая. Если PES 2014 сама по себе была сыроватой и недоделанной игрой, то уже в 15 части версия на ПК и на консолях разительно отличались. В то время как на консолях нового поколения была новая графика с кат-сценами и прочим, то на ПК был обрезанный порт, без кат-сцен и без графики. Да, разработчики вырезали кат-сцены перед матчами, отчего мы наблюдали лишь за логотипами команд, и тут же матч начинался. Выглядит это не очень, знаете ли. Благо потом мододелы нашли способ, как включить эти кат-сцены обратно. Касательно фейсов футболистов, то по сравнению с 14 частью виден огромный прогресс. Страшные лица некоторых игроков все же проскакивают порой, однако среди всего этого есть и достаточно годные фейсы, которые проработаны отлично. Синдром завышенных рейтингов из прошлой части также был исправлен. Теперь у футболистов более-менее приемлемые и заслуженные рейтинги. Режимы. В том году появился MyClub, которая представляла из себя ту же сборку состава, как и в FIFA. Больше насчет него я сказать ничего не могу, так как моя версия игры его не поддерживала. Ну, если вы понимаете, о чем я. О Мастер-лиге и стать легендой я тоже не вижу смысла говорить, так как за год там ничего не изменилось. Каких-либо новых кат-сцен не появилось, а режимы были все такими же обрезанными. Ну и что можно сказать по итогу? Игра сделала большой шаг вперед, даже на ПК и на консолях старого поколения. В нее было более-менее приятно играть, нежели в ту же 14-ю часть, которая выглядела не так уж и привлекательно, так еще и лагала постоянно.
Видно, что Konami извлекли важный урок для себя и по итогу выкатили что-то достойное и приемлемое. Но до полного совершенства в игре, конечно, было еще далековато. Но как бы то ни было, эта часть остается для меня на достойном уровне, несмотря на тот позорный порт на ПК. А что думаете вы на этот счет? Пишите в комментариях. Также не забудьте поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Нажимайте на колокольчик, дабы всегда быть в курсе о новых видео и всегда смотреть их вовремя. Я с вами прощаюсь, всем удачи и до скорой встречи.